Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами посмотрим, как же восстанавливается ногтевая пластина. Год назад ко мне пришла моя клиентка с огромным синяком. Очень много было от вас предположений, почему так происходит. Скорее всего, это было в результате того, что надавили обувью. И, кстати, кто-то спрашивал про организацию, как я работаю на педикюрном кресле. Я немного отодвинула вот эту подушечку, и пятка клиента залезает именно между ногой, там, где лежит нога, и между самой подушкой. Это очень удобно для клиентов, и пальчики у вас находятся на весу, то есть снизу можно поставить пылесос, и вся пыль летит в пылесос. Снимаю я, к сожалению, без пылесоса, потому что он мне неудобен в работе, неудобен при съемке, но обычно я делаю педикюр с пылесосом. Снимаю покрытие твердосплавной фрезой. Кстати, это самые длинные, наверное, ногтевая пластина из всех, что у меня либо есть на педикюре из моих клиентов, и также самая красивая. Но многие из вас пишут, что я не до конца убираю длину на этих ножках. Как ни странно, несмотря на то, что я очень стараюсь сделать максимально коротко, на этих ногах есть гипонихи. Сейчас вы можете его наблюдать. Мы здесь убрали максимально просто длину, потому что сейчас сезон закрытой обуви. Будем делать очень классный дизайн, поэтому оставайтесь со мной. В этих ногах всегда образовываются подногтевые мозоли. Делаем мы педикюр просто гигиенический, то есть без покрытия, или делаем с покрытием, это абсолютно не важно. Всегда образуются подногтевые мозоли и достаточно такие большие. Ножки немного влажные, но я уже привыкла к ним работать. Вообще вы замечали, что с клиентами, с которыми мы работаем постоянно, работать намного быстрее получается? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Для начала, конечно же, нам нужно обработать свободный край. Я это делаю мягкой пилочкой на 240 грит. Пилки у меня все одноразовые. Мне так удобнее, и я уже тоже к ним привыкла. Напишите, пожалуйста, какими пилками вы пользуетесь. Используете сменные файлы и основы или пользуетесь вот такими обычными пилочками. Здесь, видите, остался небольшой кусочек, то есть за год ногтевая пластина даже полностью не сросла. Видите, как в педикюре долго восстанавливаются ногти. И вообще все, что происходит с ногтями, это может только срасти. На руках это где-то 100 дней нам требуется, ну а на ножках намного дольше. Поэтому я хорошенько обрабатываю ногтевую пластину сверху, также обрабатываю ту часть, сейчас вы можете наблюдать это в левом уголочке, где у нас уже отрастает вот этот синяк или то, что у нас там отходило. В общем, мы так и не поняли, что это такое было, и начинаем потихонечку удалять подногтевые мозоли. Еще раз повторюсь, кто не смотрел предыдущее видео с педикюром, почему я все это делаю на сухую. Конечно же, вы можете делать так, как вам удобнее, но, во-первых, у меня хорошие инструменты. Сейчас я работаю кюреткой от Silver Star, строго двухсторонняя. Почему-то она мне больше всего полюбилась, и я могу вам ее с чистой душой и совестью посоветовать. Второе. Когда вы наносите кератолитики, то есть любые размягчающие средства или замачиваете ножки в ванночке, абсолютно неважно, у вас вот эта подногтевая мозоль как бы соединяется, потому что вы размачиваете не только ее, но и также кожу здоровую, которая находится под этой мозолью. И потом подногтевую мозоль удалить, и точнее отделить ее от здоровой кожи достаточно тяжело. А вот на сухую все это делается очень легко, быстро и просто. Самое главное понимать, когда вы смотрите такие видео, что здесь все ускорено в несколько раз, а соответственно движения более поступательные, более медленные и более аккуратные. Еще ни разу мне клиент не сказал, что он чувствует какой-то там дискомфорт или что ему больно. На другой ножке мозоль еще больше была. Особенно мозоли здесь образовываются не с внешних углов, как у всех остальных, а с внутренних почему-то. Не знаю, первый раз такое вижу, у меня только у этого клиента так, поэтому мы уже привыкли, в общем-то, и работаем по старой схеме, так скажем. Также здесь у нас, видите, мы должны понимать, что мы здесь должны будем все зашлифовать, все подчистить для того, чтобы мы сгладили углы. И также для того, чтобы убрать всю вот эту лишнюю кожу, всю ту, что не убрала у нас кюретка. Кюретка у нас убирает только саму подногтевую мозоль, то есть самую большую ее часть. Также, если у вас совсем мозолька никак не хочет уходить, вы можете аккуратно щипчиками подцепить и потихоньку начинать подтягивать в зону синуса.
Работаю сейчас с шабером. Шабер этот очень плоский, практически прямой, но все-таки с небольшим изгибом. Он отлично подходит для педикюра. Все ссылки на все товары, инструменты, материалы я, как всегда, оставлю в описании под видео. Для педикюра не берите никогда очень арочные шаберы, потому что ими просто неудобно. Они имеют слишком большой изгиб. А вот этот плоский шабер, плюс он еще такой овальный, он достаточно деликатно работает и отлично отделяет кутикулу от птеригия. Напомню, что птеригия оставляем на ногте. Заказала, кстати, новые фрезы от КМИС, решила показать, как они приходят. Никогда не покупайте фрезы россыпью. Каждая фреза должна быть хорошо отцентрована, чтобы не испортить ваш аппарат. Каждая фреза, когда я заказываю именно с завода, то есть не с каких-то сторонних сайтов, да, а я заказываю напрямую на сайте КМИС. Всегда ссылочки вам все оставляю. Так вот, такие фрезы идут вот в таких вот блистерах. Неважно, вы одну фрезу заказали или сразу 10 штук, то есть вы точно знаете, что она при транспортировке не погнулась, не повредилась, никто ее не бил, не ронял и так далее. Они отлично защищены. И обрабатываю я вот этой фрезой каплей сначала на форварде, а потом на реверсе. Обрабатываю на небольших оборотах, так как касаюсь ногтевой пластины, обороты у меня здесь где-то 1005 стоят, также на форварде и на реверсе. Если вдруг вам встретилась вот такая вот неприятная ситуация, когда у вас птеригий туда-сюда мотается, вы не знаете, как ее убрать, на реверсе заходите не от синуса вниз, а идите в обратную сторону. То есть в разные стороны вы поработав, вы поймете, что оно в принципе-то все и убралось. Вообще этой фрезой я больше обрабатываю не боковые пазухи, а именно боковые валики. То есть зачищаю птеригий и выглаживаю боковые валики. Потому что фреза имеет большую рабочую часть и все это делается очень быстро. Плюс небольшие обороты, соответственно, это максимально безопасно происходит и деликатно. Ну а все уже, что находится поглубже, мы уже потом дочищаем маленькой фрезой пламя. Делаем срез. Ножнички у меня, как всегда, маленькие. Для педикюра вообще не люблю использовать какой-то большой громоздкий инструмент, потому что, в принципе, ногти на ногах, они крошечные, да и кутикула тут небольшая сама по себе. Даже если к вам приходит с очень запущенными ногами, и вам кажется, что здесь сейчас вы очень много всего срежете, на самом деле нет. Чаще всего это действительно птеригий, находящиеся на ногтевой пластине, которая стелется. Берем дальше фрезу, не переключаясь, так как у нас на аппарате стоял реверс. На реверсе я начинаю сначала работать и только потом переключаюсь на форвард. То есть это нас избавляет от лишних действий. Все подчищаем маленькой фрезой, залезаем чуть-чуть поглубже. Работаю я базой Light от Maltini. Она невесомая, легкая, средней консистенции. Работаю я локально, то есть сначала делаю один большой пальчик, потом его просушиваю. Потом делаю второй и третий ноготок, опять сушу и потом уже четвертый и пятый. То есть делаю их по очереди. Почему? База жиденькая достаточно и она очень легкая, она ложится тонким слоем, что нам и нужно в покрытии в педикюре. И также она быстро распределяется. Но, конечно же, из-за того, что все-таки ногти практически плоские, могут быть какие-то затекания. Поэтому лучше работать вот по несколько пальцев. Цвет из новой коллекции просто покорил моего клиента, учитывая, что мы никогда не делаем темные ногти на ногах. Сегодня мы их все-таки сделали. Очень красивый цвет, темно-синий такой, насыщенный, с серебряными блестками. И еще с каким-то небольшим шиммером. Мы его нанесли на 4 ноготочка. Покрыли все это топом без липкого слоя и приступаем к выполнению дизайна. Снимаю липкий слой только потому, что перчаткой облокачивалась. И тоже новая коллекция Premium Star от Maltini. Посмотрите, какие плотные блестки. Я знаю, что у многих, наверное, много блесток в баночках. И я вам рассказывала про свои лайфхаки, как я их выкладывала сначала на салфетку, чтобы вся жидкость впиталась, остались только блестки. Так вот, с этими гель-лаками такого делать не нужно. Очень быстро, очень просто, без лишнего объема все сделали плотненько. И выполним, конечно же, дизайн в тигриной тематике. Все-таки год тигра, но тигрят мы рисовать не стали на ногах. А вот тигриный принт все-таки решили сделать. По топу, то есть мы сначала нанесли блестки, потом покрыли топом, потом по топу красочкой без липкого слоя черной нарисовали полоски, посыпали акриловой пудрой, хорошенько просушили, убрали всю пыль, всю лишнюю пудру, которую стряхнули.
И вот результат. Я надеюсь, что вам очень понравится, потому что я сама мечтаю о таком педикюре, и мне безумно приятно, что клиент ушел от меня в полном восторге. Надеюсь, что вы также оцените такую идею дизайна, тем более ее можно повторить как на руках, так и на ногах. Если видео было вам полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!